Привет, вы на канале «Яхты на колесах», меня зовут Антон, а мы по-прежнему на караван-салон Дюссельдорф в Германии. Сегодня мы на стенде Notin. За моей спиной Notin Calgary GF, и мы сегодня с вами его вместе посмотрим. Компания Notin занимается производством премиальных автодомов, но вот такого небольшого достаточно размера. В основном это интегралы. В данном случае вот этот Calgary GF построен на базе Mercedes-Benz Sprinter, хотя внешне это вообще неузнаваемо. Компании Notin исполняется 100 лет, и на самом деле у компании достаточно интересная история, и мы попросили представителя компании рассказать немного. Notin около 90 лет была самостоятельной семейной компанией, а 10 лет назад мы вошли в состав Trigano Group. Наша отличительная черта — это уникальный дизайн и ручная сборка исключительного качества, который имеет высокие эксплуатационные показатели в движении. Мы производили автодома длиной от 6 до 11 метров на шасси Fiat Ducato, Mercedes-Benz, MAN и Iveco. Компания Notin была основана семьей иммигрантов из России. Многие говорят, что у нас очень русский дизайн. Разумеется, поскольку это премиальные дома, они не дешевые. О цене мы обязательно чуть позже поговорим, а пока что буду просто обращать внимание на детали, которые как бы сделаны весьма качественно. Вот это вот у нас крышечка заливная горловина топлива, и вот эта дверь багажного небольшого такого отделения, она полностью металлическая. То есть вот эти вот все детали, очень удобные ручки, хочу отметить. То есть вы нажимаете вот так и открываете эту дверь. И это, конечно же, просто, не может не радовать. Вот вы отщелкнули, подняли вверх. За вот такой закрывающийся элементом прячется замок, которым мы запираем эту дверь. Естественно, у нас стоит Альдо отопление. Далее около багажника у нас расположен газовый отсек, и мне кажется, это достаточно разумным. То есть у вас вот рядом с багажником прямо газовый отсек, какие-то, возможно, там тряпочки, переходнички, что-то еще у вас рядом лежит, и все это как-то рядом и удобно. Вообще, хочу отметить вот такой на первый взгляд, то есть я не знаком практически с этими домами Notin, чуть-чуть походил, посмотрел, и хочу отметить главную концепцию, которая заключается в минимализме таком, вот все такое светлое и минималистичное, то есть вот это металлическое покрытие сзади, ну и, конечно, качественное, то есть все материалы, это везде плотный очень пластик, металл, все такое вот аккуратно щелкает, оно достаточно тяжелое, вообще, в принципе, машина тяжелая, вот этот автомобиль, несмотря на то, что на базе Mercedes-Benz Sprinter весит 5,5 тонн, что, согласитесь, немало. В багажнике ничего особенного я не вижу. В принципе, здесь просто выводы радиатора, крепление грузов и вот такое единое серым, очень плотным таким, как это сказать, типа фетра плотного обшит багажник. И есть еще одна дверь, вот вижу. То есть мы можем получить и доступ в багажник как с двух сторон по бокам, так и с задней части, в зависимости от габаритов вашего груза или там необходимости. Возможно, вы что-то заложили так, что вот раз удобно достать сзади. По-моему, интересная идея, и мне кажется, надо остальным производителям взять это на вооружение. Хочу обратить внимание, система, которую называли Drone Vision, позволяет видеть ваш автодом как бы сверху, как будто бы за вами летит квадрокоптер. Вот появилась картинка. То есть здесь установлены по кругу камеры, которые создают вот это изображение 360 и моделируется такая, создается 3D-модель, и вы видите дом сверху. По-моему, это круто, не часто встречается, в принципе, в автодомах, но Notin премиальные автодома, поэтому, конечно, здесь это есть. И вот внутри сразу я вижу эту систему, то есть вот он наш автодом сейчас стоит как бы на выставке, мы видим его сверху. Похожую систему мы с вами видели в Marello. Смотрите обзор, если не видели. Вообще, я периодически буду возвращаться также к Marello здесь, потому что по цене это соизмеримые вещи. То есть здесь у нас обыкновенный интеграл, гораздо более компактная база. Это Mercedes-Benz Sprinter, напоминаю. А там мы смотрели, допустим, Iveco. При этом вот конкретно эта комплектация, которую мы с вами сейчас смотрим, стоит 200 с небольшим тысяч евро. Это при том, что мы смотрели обзор на Marello, которая стоила там 160 в базе. И 200 с чем-то тоже уже с какими-то опциями. Ну вот просто такой момент для сравнения. Стандартная кабина Mercedes-Benz Sprinter, хотя при этом, хочу обратить внимание, далеко не полная комплектация. То есть мультимедиа стоит.
Не штатный от Mercedes, вот это, которая у нас крутая мерседесовская история. Здесь, то есть, не стекло, вот это все пластик, тут еще какая-то ниша, и сверху вставлено вот какой-то такой двухдиновый монитор. Ну, не знаю, ребят, за такие деньги, если честно, я немножко разочарован вот этой историей. Но это правда, откровенно, ну, как бы никуда не годится. И на руле мы не видим справа, соответственно, панели управления мультимедиа, то есть мы будем мультимедиа тыкать исключительно вот здесь. Ну, не знаю. Хотя на Мерседесе обычно у нас вот здесь отличная такая панель. Аналогичная той, что мы видим слева. Здесь, конечно, круиз-контроль, спид-лимит, вот этот весь вся история. Даже не знаю, на самом деле, есть ли здесь адаптивный круиз. Шторка у нас, конечно, электрическая передняя. Сейчас я попрошу оператора там нажать, так что если не переживайте, если картинка чуть-чуть тряханется, нажми, пожалуйста, кнопочку. Во! Шторку я здесь не могу ничего нажать, но вот она там включается. Шторок, на самом деле, крутая, хочу сказать. Напоминаю, очень... Здесь вот к качеству самого то, что сделал Notin, придираться совершенно не хочется, потому что это действительно крутые вещи. То есть вот эта жалюзи, это не какая-то там бумажная штора, это такая, как вот, знаете, ларьки, палатки закрывают, прямо антивандальные. Вот это что-то из этого рода. Это металлические прям какие-то такого алюминиевые, вот эти вот, как это сказать-то, ну, в общем, сами поняли, вот эта история. Кожаные сиденья, конечно, сиденья крутые, достаточно комфортные, хотя вот на самом деле... Не, здесь хорошая ручка, вот пластик на входной двери меня смутил, сейчас я вам его позже покажу. Конечно, мы вот так разворачивается у нас кресло, и стол имеет возможность, сейчас вот так вот вам покажу. Раз, стол раскладывается в большой полноценный, так, ничего тут не сломаю. Ну, в общем, вот таким образом выглядит стол в разложенном полностью положении. Не пойму, как его двигать, если честно. Опять же, это немножко не очевидно. Вот вперед-назад понимаю, как двигается, в бок. Вот честно, сколько сейчас не смотрел каких-то новых моделей, которые видел в первый раз, было сразу понятно. Здесь не понимаю. Но выглядит, конечно, качественно. Это, скорее всего, что-то шпанированное такое, или, ну, это не массив в любом случае, да, это такой шпон, покрашенный. Все это очень монументально и приятно на ощупь руками. Спору нет. Двигаемся дальше. Вот мы дошли до главного пульта, который, как в принципе часто в премиальных домах, спрятан за такую дверку. Альды, конечно, жидкостное отопление. И вот эта вот кнопка, как раз которая у нас поднимает ту шторку. Теперь я вам ее могу показать. А чуть дальше у нас, конечно, опускаемая кровать. Кресло мы вот таким образом в спинке складываем. Справедливости ради, спинки очень легко опускаются, но все-таки немножко, вот особенно, знаете, вот после Морелло здесь как-то тесновато. А не сравнивать невозможно, потому что цена, ребят, цена. Кровать электрическая, едет очень приятный звук по направляющим, по таким вот рельсам, которые вижу в стене. Так вот, все это тоже выглядит достаточно монументально, но кровать, как вы можете видеть, маленькая. Ну вот как ни крути, маленькая, это односпальная кровать, то есть, конечно, можно вдвоем туда, наверное, залезть, но не хотелось бы. 200 килограмм, вижу шильдик, максимальная нагрузка, и здесь какой-то светильничек, да? Да, светильничек с синим светится в режиме ночника, и полноценно включается освещение, сенсорная кнопочка. Хочу вам показать дальше еще одно место для того, чтобы ехать пассажиру. Я так понимаю, здесь у нас ремня 3. Напишу титр, если это не так, если я ошибся. Но, по крайней мере, 2 спереди места, и третье вот 100% есть здесь. Таким образом, достается подушка. Понравилось мне, как это реализовано, потому что часто эти дополнительные места какие-то непонятные, приставные, а здесь это выглядит довольно неплохо. Так, надо еще эту подушку снять. Раз. Вот, таким образом у нас раскладывается эта спинка, и вы едете не куда-то там боком, как-то непонятно что, а полноценно вперед, как и это положено. То есть вам не надо сидеть боком, не надо сидеть спиной, как это часто бывает. Это классное решение, это круто. Нет, ремня у нас все-таки 4. Оп! Здесь еще одна такая же спинка, которая поднимается, и еще один человек, то есть вот так вот раз, два, 3-4 человека может ехать. Хочу обратить внимание на входную дверь. Во-первых, она здесь есть, в отличие там, от Морелло, потому что у нас это интеграл, это чуть-чуть другой класс, еще раз повторяю. И, в принципе, это удобно, наверное, что она здесь есть. Хотя это, когда это большой просторный дом, то, что у вас один вход, тоже в этом что-то есть. Давайте обсудим в комментариях, как вы считаете. Вот как круче, когда в интеграле и можно с водительского места сразу выйти, или когда у вас полноценно вот вы выходите через главный такой
подход. Дверь сделана очень качественно, ничего не скрипит, все обтянуто кожей, нет никакого пластика, что иногда чуть-чуть меня смущает, допустим, в Sonic от Adria. Ну, извините меня, это в 2 раза, то есть можно 2 Соника купить по цене того, что мы смотрим с вами сейчас. Так что тут такой момент. Странно за это. Как бы что-то тут претензии. Мест ремней, напоминаю, 4, и спальных мест тоже 4. То есть опускаемая кровать в столовой группе раскладывается, и сзади еще 2 спальных места. Кстати говоря, в Морелло, например, у нас тоже почти во всех комплектациях, по-моему, во всех 4 пассажира, 4 спальных места. И даже в премиальном Варио, который стоит 1,5 миллиона, тоже было 4 пассажирских места. Плавно переходим в сторону кухни. Подогрев воды, вижу, включается на кухне, а не на главном пульте, что достаточно логично на самом деле. Приятное также вот это вот дерево здесь покрашенное такое, которое везде продолжается, стеклышко матовое вставлено. Ну вот выглядит все очень классно. И вот, например, Нотин подсветочка здесь в торце сделана. Даже на ножке стола тоже светится какая-то подсветка, что выглядит достаточно необычно. Мною любимая выдвигаемая история, которая с доводчиком, и вот так очень приятно заезжает. Послушайте. Оп. Переходим плавно к кухне, но сначала хочу вам показать окно. У Морелло я давеча пожаловался на окна, которые сделаны на таких доводчиках, которые мы в целом видим там на эконом-классе, которые мне не очень нравятся. Ну, то есть окно, которое фиксатор. Так вот здесь, Нотин, пожалуйста, у нас окна, в принципе, как мы привыкли в легковых автомобилях, вот таким образом открываются и закрываются. Это полноценное стекло. И даже сама шторка, которая затемняет у нас, это тоже прямо кусок металла, такая металлическая внешняя шторка, которая с помощью кнопки вот так вот раз, и все. Было бы круто, если бы она еще бронированная была. Кухонный модуль, газовая плита, очень красивая, Тедфорд, вот эта вот стеклянная панель и сверху 2 огня. Дальше у нас все это сделано из искусственного камня. Давайте посмотрим мойку. Мойка металлическая, то есть это не цельно вот камень, а внутри у нас металл. И сверху вставная часть столешницы тоже такая из искусственного камня. Смеситель очень такой дорогой, богатый. Вращается его наконечник. И, конечно, он прям такой основательный и монументальный. Ну, вытяжка, разумеется, присутствует вот здесь. Давайте заглянем в шкафчики, сколько там места осталось. В шкафчике, кстати, вытяжка вообще не сжирает пространство. То есть они прям просторные. Ну, прям, конечно, качество. Вот есть ощущение, что это все прям максимально такой какой-то домашний. Как здесь открывается? Человек хочет найти кофемашину, человек не знает, как ее найти. А, наверное, как-то вот... Я забыл, все электрическое, конечно. Кофемашина, к вашему вниманию. Где капсула для кофемашины? Крепления для капсул кофемашины нету. Капсулы, требую капсулы для кофемашины, Неспрессо должны быть. С обратной стороны у нас маленький шкафчик наверху, просто для хранения чего-то. И духовой шкаф, да, просто обыкновенный гриль, духовой шкаф, нету здесь микроволновой печи. Дометик, очень все это симпатично сделано, то есть оно не скрыто фасадом, но тем не менее реализовано вот такое выгнутое стекло, выглядит элегантно. Ниже холодильник, раздельная, конечно, камера морозильная и общая. 12 вольт, 220, газ, универсальный, то есть холодильник, не компрессорный. Хотя на самом деле могли бы сюда и компрессорный поставить, все-таки уровень. Далее тоже часть как бы кухни у нас, это здесь стаканчики, бокальчики, вся вот эта вот история на входе за таким стеклом, чтобы все это выглядело красиво. Что это такое? Не могу открыть я. Что это такое? Потому что не так это надо, это внутрь опускается, и вот тут у нас шкаф. Здесь, по идее, должен быть телевизор, судя по розетке 12 вольт, и вообще этой ниши. Скорее всего, сюда мы ставим телевизор, которого сейчас нет, и закрываем его, если он нам не нужен, вот такой дощечкой. Вообще, как-то она на самом деле болтается немного, все это не выглядит как-то цельно и монолитно в случае с этой дощечкой. Хотя здесь уже от Нотин, вот от остальных всех вещей я жду, чтобы это тоже было мягко, с доводчиком и само еще вверх доехало. А внизу что? Внизу вот такая вот история под бутылочки шампанского, а может быть чего-то еще, что вы сюда поставите. 4 таких слота, и все это тоже с этой аккуратной подсветкой. Душевая кабина достаточно компактная. Не могу сказать, что прям не хватает места, но тесновато. Наверное, это нормальный размер для интеграла обыкновенного, в принципе, на базе Mercedes-Benz Sprinter. Но что-то я уже разбаловался. Что хочу сказать про внешний вид.
чисто на мой вкус выглядит это достаточно старомодно. То есть вот такие вот какие-то лепестки, вот эта вся история, еще эта голубая подсветка, как будто бы нас к 2000-м годам немного отсылает, немножко несовременно выглядит и как-то выбивает из общей концепции всего остального в таких вот достаточно свежих, нейтральных пастельных тонах. Не знаю. Напомнило мне, как я назвал его, вульгарный варио. Вот что-то вот из этой истории. Какие-то лимузины, вот эта синяя подсветка. Однако о вкусах не спорят, пишите ваше мнение в комментарии. А вот душ, кстати, классный, такой угловатый, квадратный, мне нравится. И что еще очень порадовало в душевой кабине, это вот эта история, вот это прям молодцы. Смотрите, сушилка, раз, и вот это часто не хватает, на самом деле, сушить полотенце. На самом деле, ну, часто есть посередине такая одна какая-нибудь, один релинг, и все. И с помощью этого релинга один человек повесил полотенце, а у нас, допустим, Sunliving на 6 человек. И как бы куда остальным вешать? Не хватает. Конечно, можно что-то самим соорудить и просто обычно такую повесить, но приятно, что здесь об этом подумали. Дверка обыкновенная, стеклянная. Сейчас я ее закрою, вам покажу. Вот фиксатор. Кстати, на самом деле, дверка вот на ощупь, то есть, в принципе, это качественно сделано, но, опять же, на ощупь она как-то вот выбивается. Все это какое-то хлипкенькое. И вот это стекло, ну, как-то не знаю. По-моему, сейчас уже модно, если делается матовое что-то, чтобы оно было полноценно матовое, а не вот эти какие-то, какая-то такая ребристая поверхность. В туалете у меня тоже смешанные ощущения. С одной стороны, очень аккуратно решена в общей стилистике вот эта часть с раковиной и отделкой самой стены. Приятная вертикальная подсветка, очень крутой кран, из которого течет вода, даже здесь на выставке. Пробка, которую можно закрыть нажатием, и вот это углубленная из такого полимера какого-то плотного сделанная раковина. И с другой стороны, вот эти зеркала с синей подсветкой, как и в душе. Не нравятся они мне почему-то, как-то, по-моему, они выбиваются, этот синий цвет разбивает общую стилистику. И еще и туалет, вот Тедфорд, в принципе, как обычный в автодомах, хотя в таком классе за такие деньги, он бы мог быть как-то, я не знаю, по-моему, поинтереснее, более такой домашний, что ли, и стильный. Мне кажется, к такому автодому в такой ценовой категории можно предъявлять такие претензии. Это закономерно и логично. Однако, в принципе, на туалете надо сказать, что ну, то есть удобно, я здесь помещаюсь, места хватает, хотя вот эта полочка над головой, на самом деле, при моем росте, ну, то есть как-то меня немного смущает. Радиатор Альде, вот это очень круто, то есть стоит полноценный такой высокий радиатор, очень удобно на нем сушить будет полотенце, какие-то вещи. Он металлический, и вообще в целом отопление у нас жидкостное Альде, напоминаю. Конечно, санитарный вот этот блок у нас отделяется от столовой части и кухни вот этой дверью, которая раз, два. Дверь достаточно крепкая, с кожаными вставками, очень приятно на магнитке фиксируется, вот тут вопросов ноль. И раздвижная дверь, которую просто мы тянем на себя и выезжает, закрывает у нас основную спальню. Фиксируется здесь, она уже на магнитке. Возможно, такая же история, как и с Морелло, в дороге, может быть, ее использовать не стоит. Не факт, что она выдержит это и не сломается. Скорее всего, стоит ее вот в таком положении держать в пути. Здесь хочу отметить, что места достаточно много, то есть мы прям проходим, и у нас вот есть достаточно много пола, по которому мы ходим внутри этой спальни. Кровати высокие, но места достаточно. То есть я сижу на кровати, у меня много места над головой. И кровати две раздельные, заявлено 2 спальных места. Я не вижу никаких подушек и никаких вставных частей или ползунков, чтобы сделать это целой кроватью. Так что, скорее всего, это история про такую вот полураздельную кровать. И такую 3-спальную или просто большую 2-спальную мы из нее, я так понимаю, что сделать не можем. Но как бы никто и не обещал. Много вот этих подсветочек, вставных вот этих элементов, которых здесь в Нотине, они везде. Шкафчики в изголовье, сейчас заглянем, что у нас здесь. USB и дальше выключатели, переключающие всю эту историю. Не пойму, что вот это выключает. Подсветку внизу синенькую выключают. Окна, конечно же, также стеклянные. И шторки механические такие надежные, крепкие. Все это открывается и закрывается с помощью кнопочек, которые у нас есть с краю. По бокам также шкафчики, но в принципе обычные вместительные шкафчики. Не знаю, что про них еще сказать. Матрасы очень мягкие, хорошо сижу. Под кроватью есть ящики. Раз. Ящик. Не могу открыть его почему-то. Не открывается ящик. Еще один ящик. И вот этот открывается. При входе в спальню у нас такой узенький гардероб. На самом деле, ну, странно, что сделали 2 раздельных. Здесь вообще все раздельно. То есть кровати ни одной двуспальной нету. Получается, сзади у нас раздельная, спереди 2 односпальные.
Нет ни одной совместной кровати, нету также и совместного шкафа. Все как-то разделено. Давайте в комментариях обсудим, для кого такой автодом в целом, как вы думаете. Наверху, соответственно, есть гардероб, палочка, раз, два. Высоты не хватает, то есть брюки нигде здесь в полный рост не повесишь. С левой стороны еще маленький шкафчик внизу, большой вот такой шкафчик непонятный какой-то. Это целый шкаф, то есть мы можем вниз получить доступ через маленькую дверку или вот здесь. Какой-то он такой своеобразный, но, наверное, имеет место быть. Розетку вижу 12 вольт, то есть сюда мы, по идее, вешаем еще один телевизор. В комплекте он у нас сейчас не идет. С противоположной стороны тоже шкафчики, в принципе, ничего необычного. Также хочу обратить внимание, не знаю, видно сейчас на этом кадре или нет, поддержка у кроватей цельноламельная, то есть нету вот этих вот резиновых, пластиковых, точечных опор, которые считаются более высокого уровня. И это, на самом деле, опять же, мне кажется, для такого уровня дома немножко странно, но не то, что это сильно, наверное, критично и плохо. Матрасы зато очень крутые. Итог. Notin Calgary Jeff мы сегодня с вами посмотрели. Вообще компании Notin 100 лет. И это невероятно, потому что всего 150 лет производятся автомобили в мире. Ну, там примерно что-то похожее на то, что мы называем автомобилями. А тут уже 100 лет люди делают автодома. Напоминаю, кстати, что иммигранты из России основали компанию Notin в Германии. Это премиальные автодома. То, что мы сегодня с вами смотрели, стоит 200 тысяч евро здесь, в Европе. И у меня, на самом деле, смешанные ощущения. Сделано все действительно качественно. Ну, там в 90% случаев, даже, наверное, 95%. Нигде не скрипит, не шатается. Все на электроприводах. Такие надежные, крепкие материалы. С другой стороны, где-то визуально есть вопросы. Где-то непонятно, почему какие-то решения сделаны именно так. А самое главное, меня не покидает ощущение, что какой-то он, я не совсем понимаю, для кого. Есть ощущение, что он именно такой пенсионерский. Вот прямо очень пенсионерский. Раздельные кровати, вот это вот все. Как-то это, в общем, хотя, наверное, кому-то это именно так и нужно. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши ощущения об таком автодоме. Напоминаю, в похожей ценовой категории, даже дешевле, там немного дороже, мы смотрели недавно Морелло, то есть эти обзоры уже есть на канале, мы сейчас в финальной шапке оставим на них ссылку. В целом мы находимся в Дюссельдорф, караван-салон Дюссельдорф, Германия. Снимаем для вас здесь обзоры разных новинок 2021 года, какие-то вот просто интересные модели, которые нам понравились. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!